Всем привет! Сегодня у нас будет большой выпуск, посвященный румынской тяге. Ее есть большое множество вариантов, поэтому я, как всегда, записал свой черновик, чтобы ничего не забыть и все вам донести по полкам. Многие знают румынскую тягу или мертвую тягу как упражнение только со штангой, либо с гантелями. Но на самом деле есть, по моим подсчетам, 10 вариантов исполнения этого упражнения. По крайней мере, основных 10 вариантов. И все из них я вам сейчас покажу поочередно. Самый первый вариант исполнения — это, естественно, со штангой. Сразу несколько моментов. Нам нужно подойти к штанге впритык, чтобы она была посередине, и взяться по бокам от ног. Так удобнее всего. Это не есть правило, но так удобнее всего. Сохраняя прогнутой поясницу, то есть мы становимся уточкой, мы начинаем румынскую тягу. Позиция ног у нас средняя, либо носки смотрят вперед, либо носки смотрят внутрь, как будто очень хочется писать. Поворот носков внутрь позволит развернуть бедро изнутри наружу и задеть внутреннюю часть ног. Также есть позиция с носками наружу, но ее используют редко. Она больше на внешние части ног и на внутреннюю часть ягодичных подходит. Редко кто это делает, поэтому на любителя. Можно и так делать. Итак, начнем самую классику. На прямых ногах, она же мертвая тяга, я веду гриф так, чтобы он буквально скользил по моим ногам, отводя попу назад, настолько, насколько я могу наклониться, сохраняя прогиб в пояснице. То есть, если я дальше пойду, у меня уже начнет гнуться спина. Поэтому мы стараемся не делать в стиле какающей собачки упражнения, а всегда изгибаем поясницу, чтобы сохранить нагрузку в ногах и убрать ее со спины. Плюс не рисковать заработать грыжу. Будет вес больше, позвоночник может вас подвести. Так вот она, румынская тяга. Обратите внимание, что штанга у меня как можно ближе к ногам, она буквально скользит. Если я штангу выведу вниз, вперед от себя, у меня начнет работать спина. И это уже будет какой-то намек на становую тягу. И я буду работать поясницей вместо своих бицепсов бедра. То есть, по сути, румынская тяга нужна для того, чтобы растянуть бицепс бедра. Есть особенности. Можно смещать акценты нагрузки. Допустим, я сейчас на прямых ногах делал, и я задействовал больше середину бицепса бедра и низ, прямо над коленкой сзади. Что если я хочу поделить ногу и попу? И мне нужна вот эта ямка, которую особенно учитывают, когда вы выступаете в бикини, например. Для этого я делаю небольшой сгиб колен, фиксирую их в таком положении и работаю с немножко согнутыми ногами, не подыгрывая. То есть, если вы будете подседать сильнее, вы опять же нагрузку будете уводить на спину. Старайтесь делать это упражнение только за счет ног. То есть, колени согнуты, но они зафиксированы. Далее, у нас есть вариант исполнения румынской тяги для тех, у кого есть проблемы со спиной, типа грыж, или проблемы с коленями, например, артрозы, артриты, и вам больно даже делать со штангой. И есть реабилитационный стиль выполнения румынской тяги. Растянуть бицепс бедра нужно, но вам это сложно сделать по классической методике. Что же делать? Есть тренажер для горизонтальной тяги, на котором мы обычно узким хватом тянем ручку. Мы цепляем ровную рукоятку, надеюсь, видно, вот такую, либо любую другую, за которую удобно держаться прямо. И садимся в этот тренажер. Сперва берем ручку, выпрямляем колени, ставим ноги высоко, чтобы они выступали за уровень платформы. Наклоняемся, растягиваем ноги максимально, насколько это возможно. Кстати, здесь можно горбиться. И вытягиваемся почти в одну линию с телом.
То есть мы работаем только ногами. Как только вы чувствуете, что поясница забирает нагрузку, возвращаетесь снова в растяжение. И видите, я частичной амплитудой работаю, и в принципе я имитирую то же самое, что я делал со штангой. Но нагрузка идет через блок спереди. У меня совершенно нету напряжения на спину. У меня тянутся ноги, так как они полностью прямые и поставлены очень высоко. И я не рискую получить травму, либо усугубить ее. Также есть еще один вариант исполнения упражнения, особенно подходящий женщинам. Он отличается тем, что мы еще плюс ко всему на румынской тяге задействуем ягодичную мышцу, то есть нашу попку. Соответственно, мы можем сделать это упражнение с канатной рукояткой. Нам нужно стать попой к блоку, уйти где-то посередине кроссовера и держать канат в кулаке, вот так, как я показываю. Канат будет между ногами. Носочки можно либо внутрь поставить, опять же, либо параллельно. И растягиваем с прямыми коленями, стягиваем, зажимая попу. Опять же, когда мы растягиваем, мы уводим руки вниз между ногами. И снова вытягиваем это все дело вперед. Суть в том, чтобы держать канат вот так. Ни в коем случае не вот как девушки берут их сверху, как угодно, а вот так, чтобы было удобнее. В то же время колени здесь прямые. Здесь тоже можно с подогнутыми делать, но это уже будет вам сложнее. Плюс ко всему, как говорят, лень — это двигатель прогресса, поэтому когда мы делаем румынскую тягу канатом, нам удобнее менять вес. Не нужно вешать блины, одевать замки. Переставил щеколду и уже больше. Все. Через канат идет нагрузка, через трос нагрузка постоянная, то есть вы не сделаете рывков. И это опять же одно из самых безопасных исполнений румынской тяги. Так как я уже упоминал, что лень — это двигатель прогресса, есть еще один вариант исполнения румынской тяги. В принципе, мы делаем все то же самое, что я показывал со штангой, но мы это делаем с ровной ручкой и в блоке. Если вы работаете и так с небольшим весом, вам это может помочь. В блоке удобнее контролировать вес, достал щеколду, переставил. Все, не надо ничего вешать, заморачиваться. Взяли ручку и все абсолютно то же самое. На прямых ногах, либо на чуть-чуть подогнутых. Мы делаем нагрузку, напоминаю, на верх бицепса бедра за счет подгиба колен. Либо мы ставим носочки внутрь и делаем все то же самое. Опять же, со временем вы дойдете до большого веса, и вам будет делать просто неудобно. И вы тогда уже можете перейти на штангу, к примеру. Ну, к тому времени, я думаю, что вы уже будете на штанге. Поэтому для новичков один из лучших вариантов начать румынскую тягу именно здесь. Попробовать. Опять же, один из ленивых вариантов исполнения румынской тяги — это исполнение с гантелями. С гантелями мы делаем все то же самое, что и со штангой, но просто их удобно брать. Вам не нужно вешать вес, подошли, взяли со стойки и погнали делать румынскую тягу. Они также идут близко к ногам, вы также растягиваете. Все абсолютно то же самое со стойками. Но есть еще один способ. Как нам сделать сильное растяжение бицепса бедра? То есть, допустим, вы уже опытный атлет, и вам нужно бицепс бедра растянуть сумасшедше, потому что у вас задняя поверхность ног отстает. Один из вариантов, особенно хорош на многоповторном тренинге, то есть на сушке, когда больше 15 повторений в подходе, это растяжение с выводом гантели между ногами вниз. То есть я ставлю ноги широко, опускаюсь, растягиваясь, и опускаю гантель почти касаясь пола, за уровнем моих ступней сзади. То есть я заношу гантель, если вот будет видно сбоку, аж вниз до пола, за уровень моих ступней. Таким образом я растягиваю бицепс бедра сильнее. При этом не так важна позиция спины. Конечно, желательно ее прогибать в пояснице, но все равно некоторые будут чуть-чуть
гнуть поясничку. Но это делается с небольшим весом, и это не так страшно. Понятное дело, что 150 килограммов вы так делать не будете. Есть еще один вариант, как нам сместить нагрузку наверх бицепса бедра между попой и ногой и задеть верхушку, разделив ее. Для этого нам понадобится всем привычная скамья Скотта. Все, наверное, знают, это скамья, которую изобрел Ларри Скотт, или Лэри Скотт, некоторые говорят. Здесь что происходит? Нам нужно упереться попой в подушку, взять те же гантели или штангу и наклоняться, находясь при этом в диагональном наклоне ногами. Сейчас покажу, как это делается. Я становлюсь в упор попой в лавку. И опять же веду гантели прямо по ногам, растягивая ноги. Согнув колени немножечко и зафиксировав, я делаю нагрузку наверх бицепса бедра сильнее. Выпрямив, у меня идет середина. Но опять же, в этом положении у меня всегда будет преобладать верх бицепса бедра и ягодичная. Особенно хорошо для девушек, которые хотят себе круглую форменную попу. Есть еще один вариант исполнения румынской тяги. Допустим, у вас слабые кисти, и вы совсем не можете держать штангу с весом. Ничего не получается, она выпадает из пальцев, вы могли бы взять вес больше, но штанга не позволяет, пальцы разгибаются. Лямками привязываетесь, с лямками вырываются руки. Крюками одеваете, все равно крюки не выдерживают. Пальцы разжимаются, кисти неудобно. Особенно для девушек и новичков это важная информация. Что же делать? Во многих залах есть такая машина, как ГАК машина, либо она же машина Георга Гакеншмидта. Если хотите, почитайте, это очень интересный человек, очень интересный силач своего времени. Так вот, многие смеются в интернете, что вот, неправильно знают упражнения, покажите, как надо заниматься в этом тренажере. Но те, кто умный, они думают насчет, для чего это делается. Итак, румынская тяга в ГАК-машине. Мы становимся так, чтобы в данном случае упираться в края подушек плечами, сводим ручки фиксаторы и ставим ноги по платформе под самый верх. Но это только в этом гаке. В других гаках может быть позиция другая, так как они могут внешне отличаться. И вот, я наклоняюсь, растягивая бицепс бедра, стягиваю бицепс бедра, растягиваю, стягиваю. Абсолютно те же позиции здесь используются, что и со штангой, и с гантелями, позиции ног внутрь носками, наружу, параллельно. Подгибы колен такие же, как со штангой. Все абсолютно то же самое. Но если вы заметили, я руками ничего не держал, кроме ручек фиксаторов. И вся нагрузка шла мне на ноги. Соответственно, я не отвлекаюсь на вес в руках. И я чисто делаю бицепсом бедра. Попробуйте. И если вы умный человек, вы не будете смеяться над этим упражнением и таким его исполнением. Думайте над сутью упражнения. Когда вы знаете суть, вы знаете все. Как нам всем известно, во многих спортзалах есть такой тренажер, как Т-образный тренажер. Часто в нем делают тяги с фиксацией, узким, широким хватом. Он бывает еще с подушкой, фиксатором под грудь. В данном случае у меня конструкция старого типа, без подушки под грудь. Мне она даже больше нравится. И в ней тоже можно сделать румынскую тягу. Как же это сделать? Здесь тоже, как я уже говорил, лень двигатель прогресса. Соответственно, навесил блины и можно уже делать. Не нужно замков одевать, заморачиваться. Ставим ноги по шее и берем рукоять. Напоминаю, что когда будет большой вес, вам нужно подсесть к весу и взять его, встав ногами, а не наклонившись с круглой спиной, вырвав его всем телом, а потом жаловаться на то, что у вас появилась грыжа. Поэтому, если вы будете делать здесь килограммов хотя бы 60, задумайтесь, лучше за ними присесть. Так вот, я держу вес, наклоняюсь, растягиваю бицепс бедра,
поднимаюсь, стягиваю. Опять же, все амплитуды, все позиции колен, ступней точно такие же, как я показывал на штанге. То есть мы можем носки внутрь разворачивать, параллельно, наружу, подгибать и фиксировать колени. Это все можно здесь сделать точно так же. Еще один вариант исполнения этого упражнения. Допустим, вы уехали на дачу или в отпуск, в Турцию, Египет и так далее. Спортзала рядом нет, поднять особо нечего, а позаниматься хочется. У вас есть с собой вот такие вот резинки, либо они называются еще петли. В данном случае это, по-моему, резинка в районе 40 килограммов на растяг. Есть больше, есть меньше, они разные по цвету. Продаются за достаточно смешные деньги. На данное время я видел по 500 гривен до 1000 гривен максимум, это набор резинок. Так вот, что нам нужно сделать с этой резинкой, находясь в отпуске или там, где нет спортзала? На нижний ее край мы становимся ногами, а верхний край одеваем через голову на наши трапеции, можно даже через плечи. Вот. Ну, я в данном случае одеваю на трапецию, на низ шеи. Вот я стану боком, чтобы вам было виднее. Нагрузка у меня есть, руки буквально свободны. И я точно так же растягиваюсь и стягиваюсь. Что хорошо в наборах резинок, так это то, что здесь все те же амплитуды, что и со штангой. Позиции ног точно такие же, с носками внутрь, наружу, средняя и так далее. Это все работает с резинкой. И если вам с одной резинкой легко, вы всегда из своего дешевого наборчика петель или резинок можете добавить еще одну, а то и две. И вам этого хватит, чтобы продержаться, пока вы на отдыхе, и не потерять форму. Так как все мы знаем, что пляски туда-сюда никому не нравятся. Когда ты целый год набирал форму, отдохнул месяц, просрал все, возвращаешься и начинаешь все заново. Зачем? Можно держать себя в форме. Это не займет много места. Резинки, это можно с собой в барсетку для денег сложить. И заниматься на пляже, на крыше дома, где угодно. В локдаун, не в локдаун, в принципе, без проблем. И последний вариант исполнения румынской тяги на сегодня. В шутку называемый кукушка. Суть в том, что мы в этом случае напрягаем одну ногу, а вторая нога это балансир. Это упражнение также подходит тем, у кого есть грыжи, есть проблемы с коленями, так как большого веса вы здесь не возьмете, а ноги проработаете достаточно неплохо. Плюс это хорошо для тех, у кого ноги асимметричны. То есть каждая из ног развита по-разному, одна тяговая, а другая за ней подтягивается. Соответственно, вы начинаете готовиться, допустим, к соревнованиям, вы просушились, одна нога сзади большая, другая плоская. И вам нужно их уравнять. Это упражнение позволит это сделать. Держимся за любой фиксатор, это может быть столб на улице, это может быть дерево, что угодно. В данном случае у меня ручка есть. И вот, я опускаюсь, и свободная нога у меня это продолжение тела. То есть она в одну линию с торсом. Опускаемся, растягиваем ногу, на которой стоим. Опускаемся, растягиваем. Делаем это плавно и без рывков. Поверьте мне, я сейчас делаю десяткой, и я чувствую заднюю поверхность бицепса бедра. Соответственно, мы можем даже малым весом проработаться. Для новичков и того меньше будет достаточно. И также на вторую ногу мы будем работать. То есть я беру в другую руку и делаю на вторую ногу. Есть одна особенность здесь. Когда мы делаем данное упражнение, многим будет тяжело. И когда они будут делать при наклоне, у них будет поворачиваться бедро вот так, как я сейчас показываю. Это плохо, потому что это осевая нагрузка на позвоночник. И когда я делаю, если смотреть сзади, я делаю с наклоном ровным, без поворота на бок.
Обращайте внимание на то, как у вас стоит спина. Если она ложится ровно с ногой, это хорошо. Если она у вас перекашивается влево-вправо, когда вы работаете на одной из сторон, это плохо. И взяв побольше вес, вы можете потянуть спину как минимум. Обращайте на это внимание. Ну и как всегда, подписываемся на канал, смотрим остальные видео. Они разбиты по плейлистам. Смотрите целиком плейлисты. Много интересного. Всем хорошего дня.